Всем привет, с вами снова я, Мо. Сегодня будет видео без моей говорящей головы. В сегодняшнем видео я вам покажу, как сделать вот такую рукоять с цанговым зажимом для надфилей. Часто такое бывает, когда работаешь над филями, то рука быстро устает и бывает, что сводит. Поэтому было принято решение сделать рукоять с цангой для надфиля. Для зажима нам потребуется болт или, как в моем случае, обрезок шпильки М8 из какой-то загадочной стали. Сначала нам нужно просверлить отверстие по всей длине шпильки и отверстие сделать желательно максимально по центру. Накручиваю 3 гайки на болт и крайнюю гайку накручиваю примерно наполовину. Вставляем заготовку в дрель, зажимаем, шуруповерт вставил сверло на 7 мм и намечаю в болте центр. И вот у нас болт с намеченным центром получился. Далее сверлим уже сквозное отверстие меньшим сверлом на 2,5-3 мм. Но для начала давайте замерим диаметр хвостовика у надфиля. А диаметр хвостовика составляет 2,8-3,2 мм, так что придется немного рассверливать отверстие в шпильке до 3,5 мм. Итак, снова вставляем болт в дрель и рассверливаем отверстие на 3,5 мм. Итак, рассверлив болт до 3,5 мм в диаметре, я немного внутри обработаю надфилем, для того, чтобы убрать внутри все неровности. Проверяем. Далее я размечаю болт для того, чтобы сделать крестообразный распил болта. Вставляю шпильку в тиски и начинаю делать разрезы при помощи бормашинки. Далее я буду делать прижимную гайку. Для прижимной гайки я взял мебельную ручку, но потом я понял, что с мебельной ручкой это провальная идея. Я сделал все то же самое, только из обычной удлиненной гайки на М6. В ручке рассверливаю отверстие сверлом на 6,5 мм. Дальше я нарезаю резьбу мечиком М8, но дорезаю резьбу не до конца. Далее я немного обрабатываю нашу прижимную гайку при помощи напильника. Тут вы уже видите обычную удлиненную гайку М6, рассверленную и с резьбой на М8, так как мебельная ручка меня не устроила. Я сделал все те же самые действия, что вы видели до этого. Примеряем гайку, как она прижимает. Далее я беру кусочек круглой рейки диаметром 2,8 см. Зажимаю брусок в тисках и делаю отверстие сверлом 6,5 мм. После я заготовку вставил в дрель и начал придавать форму рукояти, та, которая меня устроит. Снимаю заготовку с дрели. Примеряю болт с гайкой к рукояти. Далее я удлиненную гайку с шайбой вставляю в дрель, гайку скругляю, а шайбу немного уменьшаю в диаметре, и все при помощи напильника. Снова примеряем все вместе. Опять вставляю рукоять в дрель и обжигаю горелкой. Далее я зачищаю наждачкой и после убираю пыль салфеткой. Дальше я беру масло для пропитки дерева и начинаю тщательно втирать его при помощи салфетки, при этом не выключая дрель.
После всех процедур начинаю собирать все в единое целое. Беру эпоксидную смолу и приклеиваю шайбу. Пока высыхает наша эпоксидка с шайбой, я параллельно делаю продольные пропилы в нашем болте, для того, чтобы при зажиме надфилей сам болт внутри деревяшки не прокручивался. Наша шайба уже приклеилась. Я опять беру эпоксидный клей, намазываю болт и хорошенько промазываю клеем отверстие. И туда же еще немного добавляю опилок. Вкручиваю уже наш дырявый болт в рукоятку. Даем немного времени подсохнуть, и все. И вот ручка уже готова. И вот ручка с санговым зажимом для надфиля готова.